Как дела? BTS и RMY. Как идут ваши дни? И как мы знаем, в сверкающем мире К-поп не все то золото, что блестит. И иногда худшее приходит не снаружи, а изнутри. И никто бы не подумал, что за милыми улыбками и дружелюбными помахиваниями, которые Тэхин и Чингук всегда дарят BTS и RMY, скрывается давно скрытое внутреннее смятение. Видео, которое недавно просочилось в общественность, сразу же шокировало южнокорейский мир развлечений. В видеоклипе двое участников BTS эмоционально говорят о «правде», которую скрывало их собственное агентство HYBE. Да, вы не ослышались, агентство, которое называли домом, вырастившим BTS, подозревается в хранении большого секрета, который теперь начинает раскрываться один за другим. Теперь вопрос в том, действительно ли Тэхену и Чингуку лгали все это время, и если да, то что именно они скрывают? Трещины в идеальности BTS действительно известны как сплоченная, профессиональная группа и всегда показывают себя с лучшей стороны публики. Однако, по словам анонимного источника изнутри, некоторые участники начинают чувствовать, что существует разрыв между тем, что они думают, и реальностью. Небольшие трещины появляются не в форме ссор между участниками, а скорее в отсутствии ясности и открытости со стороны руководства HYBE в отношении нескольких важных решений, включая индивидуальные проекты, распределение прибыли и планы на будущее после службы в армии. В частной беседе, которая была записана, Тэхён сказал, что он чувствовал себя просто продуктом, который продают, не давая возможности выбора. А Чингук, которого называют энергичным акне, также, казалось, молчал довольно долго, прежде чем наконец сказать: «Мы звезды, но это похоже на марионеток, которых дергают за ниточки». Скрывает ли HYBE что-то? Начинают появляться предположения. Многие предполагают, что HYBE, возможно, скрывал важную информацию от своих участников, особенно относительно продления контрактов, использования имени BTS в проектах, не связанных с группой, и потенциальных сольных карьерах, которые могут не полностью зависеть от самих артистов. Одно из самых шокирующих обвинений заключается в том, что некоторые сольные проекты BTS на самом деле были ограничены или направлены на интересы компании, а не на личные желания артистов. Поклонники начинают спрашивать, действительно ли решения, которые мы видим на экране, являются выбором участников, или они просто результат закулисных манипуляций. Тэхён и Чингук – символы тихо растущего сопротивления. Теперь общественность начинает видеть другую точку зрения на некоторые действия Тэхёна и Чингука в последние годы. Например, их внезапное решение ограничить свою публичную деятельность или загадочные комментарии Тэхёна из BTS в прямом эфире о желании иметь полный контроль над своей собственной музыкой. Являются ли это признаками тихого сопротивления системе, которая и так слишком ограничительна? HYBE не высказался, но мир уже рассудил на момент написания этой статьи. HYBE еще не сделал официального заявления. Но голоса фанатов и наблюдателей отрасли начинают звучать. Такие хэштеги, как «Ратец Таюнг» и «Юстичи Фарюнкаак», даже стали трендами по всему миру. Общественность требует прозрачности. Они хотят знать, превратилась ли HYBE, компания, построенная на мечтах молодых людей, в машину, которая играет с этими мечтами. Следующая глава, за сценическим светом, есть тени тьмы после утечки видео, которая потрясла основы доверия между BTS и HYBE. RMY BTS по всему миру теперь находится на перепутье. Должны ли они продолжать поддерживать компанию, которая стала домом для их кумиров, или пришло время встать на сторону участников, которые, возможно, замолчали из-за страха? Во-первых, игнорируемые следы. Если мы посмотрим глубже, эти признаки дисгармонии появляются не в первую очередь. Некоторые проницательные фанаты заметили, что Тэхён несколько раз внезапно удалял посты на платформах сообщества, даже говоря, что он чувствует себя неуправляемым. Чингук в нескольких интервью отвечал на вопросы двусмысленными предложениями, такими как «мне есть что сказать, но пока не время». Теперь эти заявления похожи на кусочки пазла,
которые начинают вставать на свои места. Они пытались что-то сказать долгое время, но их так и не услышали. Во-вторых, сомнительные контракты – еще одна проблема, которая начинает всплывать – это содержание контрактов участников. В 2019 году стало известно, что BTS продлили свой контракт с HYBE, ранее Big 8, до 2027 года. Тогда все казалось таким счастливым. Но теперь некоторые эксперты отрасли начинают сомневаться в том, что на самом деле содержалось в контракте. Некоторые аналитики подозревают, что участники могли подписать контракт на условиях, когда информация не была полностью предоставлена прозрачно. Знали ли они, в какой степени будут ограничены их творческие права? Были ли скрытые пункты, которые не позволяли им свободно определять сольные проекты или сотрудничать вне системы HYBE? Если так, то это было бы не только ложью, но и предательством прав артиста. В-третьих, независимость, которая никогда не была предоставлена во время перерыва группы из-за военной службы. Каждый участник BTS начал выпускать сольные работы. Сначала публика приветствовала это тепло. Они наконец-то смогли показать свои индивидуальные цвета. Но было что-то странное. Некоторые проекты казались менее личными, чем ожидалось. График релизов был слишком быстрым, концепции были похожи друг на друга, а неравномерное продвижение подняло большой вопрос. Были ли это действительно независимые проекты для участников, или это была просто стратегия компании для поддержания потоков доходов? Тэхён в зарубежном интервью однажды сказал: «Я хочу исследовать свою собственную музыку. Но иногда мне приходится подстраиваться под составленный план». Заявление, которое считалось нормальным в то время, теперь звучит как тихий плач, который игнорируется. Наконец, реакция BTS и RMY, рост осведомленности как самый большой и преданный фандом в мире. BTS и RMY известны как сила, которую нельзя недооценивать. Но теперь их любовь к BTS сталкивается с серьезным испытанием. Все больше и больше поклонников пробуждаются. Возможно, они слишком сосредоточены на слепой поддержке системы, не осознавая, что их кумиры могут оказаться в ее ловушке. И что вы думаете, кто посмотрел это видео до конца? Пожалуйста, поделитесь своими комментариями о Тэхёне на этом канале, чтобы мы могли обсудить следующее видео.